Бокс – одна из самых органичных механик в VR. Машешь руками, уворачиваешься от ударов. Возможности шлема это прекрасно предоставляют. Но одно дело сделать просто обычный бокс, другое дело сделать VR-игру по вселенной фильмов Рокки. А точнее по фильмам Крид, где Рокки выступает в качестве тренера и, пожалуй, единственной причиной смотреть это кино. Но в последнем обновлении были добавлены основные персонажи из фильмов Рокки. И вот казалось бы, да, приятная графика, шикарная атмосфера, полные права на музыку и персонажей. Тебя тренирует сам Рокки Бальбоа, но, как и бывает в подобных проектах, все не так просто. На моем канале уже есть один ролик по этой игре. Я сделал небольшой игрофильм и сделал так, что Рокки разговаривает голосом нашего актера дубляжа. Эй, Рокки, привет! Это ты? Как дела? Да, ничего так. Посмотрите, если еще не видели. Подсказка на ролик сейчас появится сверху. С вами Ген VR, и давайте разберемся, стоит ли играть в VR-игру Creed Rise to Glory. Игру сделала студия Survios. Это одна из немногих студий, которая специализируется только на VR-играх. Creed Rise to Glory – их не единственная игра по фильмам. После этого они сделали Westworld Awakened VR, игра по сериалу «Мир Дикого Запада», и The Walking Dead Onslaught по сериалу «Ходячие мертвецы», от которой все в полном восторге. Не путать с The Walking Dead Saints and Sinners, ее делала другая студия, поэтому с ней все отлично. Сюжет у Крида вроде есть, но он такой, что при прохождении его можно даже и не заметить. По сути, это 5 боев, где сначала тебя мотивирует драться какой-то чувак, а потом сам Рокки. Вроде хотели сделать сюжет как в фильме, но получилось все по-другому. Какие-то левые ситуации, странные события, но атмосфера при этом очень классная. При первом запуске игры очень советую начать с сюжетки и, возможно, даже на высокой сложности, чтобы максимально ощутить всю тяжесть будней боксера. И переходим к геймплею. По геймплею здесь все понятно. Еще не надев шлем, вы поймете, что здесь нужно делать. Единственное, неочевидным покажется способ передвижения по тренажерному залу и на ринге. Это вроде бы сделано, чтобы было удобно и меньше укачивало, но на практике это только все усложняет. Я сколько в нее играю, но до сих пор так и не научился нормально передвигаться на ринге. Что касается самого боя, то он сделан в меру аркадно. Любой ваш удар делится на 3 типа. Очень слабый удар, обычный удар и суперсильный удар. Чем сильнее удар, тем больше урона он наносит, но это происходит вне зависимости от того, куда именно вы попали. То есть, если вы кучу раз попали противнику в голову и потом слабенько ударили его по плечику, то он упадет. Если в момент удара у него осталось мало так называемых жизней, чтобы он упал в нокаут. В этом плане VR-бокс Thrill of the Fight в разы грамотнее сделан. Да и вообще это единственный VR-бокс, который максимально приближен к реальному. Ведь если в Криде ваша усталость контролируется самой игрой, где после пары-тройки взмахов ваши руки устают и вам надо держать их в блоке, чтобы они восстановились, это стамина вроде как называется, то в Thrill of the Fight такой аркадности нет, и усталость вашего персонажа в игре зависит только от непосредственно вашей усталости. И учитывая, что раунды длятся по 3 минуты, а не как в Криде по одной, то ваши руки и без стамины устанут так, что между раундами вы будете рады каждой секунде отдыха. В Криде даже на максимальной сложности такого нет, но игра все равно заставит вас немало попотеть. В аркадности Крида есть и плюсы. Если вы удачно увернетесь от удара, то в этот момент произойдет замедление для возможности нанести супер смачный удар. Также есть комбо-атаки, которые появляются, если вы удачно приложились. При атаке на вас тоже есть пара интересных фишек. Вам придется выдерживать партию ударов в блоке, прийти в себя от удара, найдя свои руки в определенном положении.
Ну и самая классная фишка, когда тебя выбивают в нокаут, ты в этот момент как бы вылетаешь из себя, и тебе нужно вернуться обратно, делая взмахи руками, как при беге. Главное делать это быстро, чтобы успеть до счета 10. После первого нокаута добежать будет легко, но на последующих придется потратить немало сил, чтобы подняться, еще и потом победить. Мне эта фишка безумно нравится. Жалко, такого нет в Thrill of the Fight. Также в Криде неплохие тренировки в зале, достаточно много разных режимов, чтобы потренироваться или размяться перед боем. Самый классный из них — тренировка с Рокки. Это правда здорово и атмосферно сделано. Корпус давай. Да, хорошо попал. Правда, бывают небольшие баги. Что за фигня? Куда я поехал? Что за гребаные баги? Да блин, что за фигня, Ну и еще один большой плюс Крида — это то, что в игре есть мультиплеер. Если у ваших друзей есть шлем, вы можете весело побоксироваться друг против друга. И неважно, ПК-шлем или Quest 2, все будет прекрасно работать, что очень круто. Графика в игре достаточно красивая, приятная. Конечно, рисовка самих персонажей не очень хорошая, и герои из фильмов сделаны не так похоже, как хотелось бы. Особенно Рокки. Он выглядит так, как будто нам его подогнали из Индии. А так, в целом, визуально смотрится все очень хорошо. Знаю, что на версии Quest 2 графика сильно урезана, но тут уже ничего не поделать. В плане звука в игре очень крутой саундтрек, потому что он также официально перекочевал из фильма. Эти эпичные вставки из оригинальных частей Рокки очень вдохновляют. Чувствуешь себя настоящим боксером из фильма. В техническом плане игра не сильно требовательная и на диске занимает чуть больше 3 гигабайт. На Quest 2 игра размером 1,5 гигабайта. По оценкам, в Steam у игры обзоры очень положительные, на Quest у игры стоит в среднем 4. По цене, в Steam игра продается за 515 рублей, но на нее периодически бывают отличные скидки. На Quest 2 игра стоит $30. Бывают небольшие скидки, но это случается крайне редко. В игре есть некоторые технические недоработки, но, к сожалению, их вряд ли уже исправят. Последние обновления у игры были в 2019 году, хотя есть какие-то анонсы третьей части про Крида. Если фильм выйдет, то, может быть, студия вернется к обновлениям VR-игры, как это было со второй частью. Было бы здорово. При всех своих минусах в игре есть главный плюс. Это отличная фитнес-игра, которая помимо развлечения проводит вам хорошую кардиотренировку и помогает поддерживать себя в форме, что в игровой индустрии явление крайне редкое. Спасибо, что досмотрели до конца, с вами был Ген VR, и помните, что будущее уже наступило. Просто не все об этом знают. Скоро увидимся.